Так, здрасте. Так, во-первых, надо немножко пошаманить. Я немного опоздал на полчасика. Так что мы давайте попробуем немножко нагнать Summer Game Fest. Так, здесь мы сделаем так. Здесь пора делать так. Во, окей. Так, хорошо, громкость нормальная. Так, громкость вроде нормальная. Все, по уровням все хорошо. Хорошо. Короче, делаем хинт ушами. Почему, блин, трансляция в 1080p? Боже мой, 2022 год. Так, мы, во-первых, сделаем 1,5. И посмотрим, попробуем с самого начала. Пропущено сколько? 35 минут. 35 минут. А дальше разберемся. Так, все это мотаем. Так, ну, у нас такая ускоренная перемотка. Боже, нет, это мне не интересно. Всякие стритфайтеры. Не, ладно, включу нормальную скорость, потому что все-таки это трейлеры, а то будет комично какой-нибудь хоррор смотреться. Так, что это? Tantalus Base. Почему нет со светом вообще? Морда черная. Во, давайте вот так хотя бы. Так. Это какой-нибудь Alien против что-то. Alien против что там? Это Pro. Действительно, это Alien против что-то. Скипай до лайва. Привет, печпорту. Ща, подождите. Я буду скипать токи. И мы быстро нагоним. Я думаю, минут за 20 мы нагоним. Подожди, зачем столько игр про чужих? Это вечно зеленая лицензия. Son of a Sergeant. Так. I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. And someone needs to know. А что это? Сингл? Мультиплеер? Кооп? Матч 3? Aliens? Dark Descent? Descent. Господи, что я несу? А, это какой-то коопная фигня. Окей. Я должна людей, которые в это будут играть. Так, хорошо. Ну ладно. Следующая премьера. Striking Distance. Рафтон. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the dead moon? Dead. А, это Callisto протокол.
А действительно, зачем они... Короче, у нас летний ивент. Давайте начнем с самого мрачного дерьма, что есть только на свете. Ура, у нас лето, солнышко. Каджимба протокол. Опять медведь. Да я сам не знал, что я заведу. Так получилось. Ну, эта игра совсем не стесняется быть Dead Space, в которой я не играл. Но я даже я знаю, что это Dead Space. Но красиво. Что там по ремастерам Dead Space, чтобы я наконец-то в это безобразие поиграл? И желательно в геймпассе. Это мы покупаем? Это мы предзаказываем. Ты чё? Слушай, мне показалось, или анимация разбивания головы ногой была такая же, как в Dead Space? Ух ты, ебать, пол лица оторвало. Ух ты ж, божечки, кошечки. А когда она выходит? 2 декабря. Ну, нормально. Как раз Call of Duty пройдем. Сингл. Окей, так, дальше мотаем. Так, это мы мотаем. Так, тут еще просто расширенный геймплей показывают. Что-то мне не совсем его анимация нравится. Он какой-то немного дерганый чувак. Даже монстры лучше него двигаются. Вы посмотрите, как он это... Вот он за каждый угол цепляется. А, у него, короче, даже на шее, это его health bar, что ли? Но это совсем, конечно, они украли идею. А, понятно. Они просто показывают нам расчлененку. Украли у самих себя. Да, это было неплохо. Но это еще немного Last of Us напоминает. Да я понял, по чпарту. Можешь поржать надо мной, сегодня тебе разрешаю. О, господи. Ох, кайф. Ой. Это было красиво. Ой, а где FPS? Ну ладно. О! Ой. Конец игры. That just happened. All right, moving on. We are bigger, and we are bringing the entire team. We usher in a new era of Call of Duty. Так, это нам Call of Duty показывают. Это мы, конечно, опять заказываем.
We are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We need to stay Of course, big enough Ghost. to debut Call of Duty. Больше персонажей у нас нету во всем Call of Duty. Inspired by the world we're about to enter. Ну, потому что дети любят бегать в маске со скелетом Staggering в мультиплеере. beginning. Here, И он хорошо продается. Если они сейчас трейлер покажут, который мы вчера смотрели, то пошли они в жопу. А, нет, не пошли в жопу. Что-то новенькое. Прям показывают целую миссию. Хорошо. Что-то тиховато. Во. Это что за Нео? Но операторы, конечно, работают у них на постановке очень красиво. Такие драматичные шоты. Ох, какой транзишн. За это мы и любим Call of Duty. Или за что мы любим Call of Duty? Ну-ка, чат, помогайте. За что мы любим Call of Duty? Картинка с продажами авангарда, драматичный шот. Неплохо, неплохо. Room clear. Coming out. Shadow 1 moving to the southeast stairwell. Scorers, right side. Не, ну слушайте, красиво. Что, надо брать, получается? Куплю себе на день рождения вообще. Все, и буду обмазываться Call of Duty. Может, Nexus все понятно? Ничего не понятно. Подождите. Подождите, я должен это отстрадать. Так, хорошо. А где снайперка? Вот, почти снайперка, ладно. Единственное, что меня удерживает от покупки сейчас Call of Duty, это непонятка, мои друзья смогут купить Call of Duty к тому моменту или нет. А, всех вы этих друзей знаете, один из них в чате вон и сидит, троллит. Можно кидать молотов. Ну все, надо брать. У нас уже смайлик готов на Твиче. Ля, какая музыка ебет. Драматичные скайпочки. Здорово, Роберт. Так, а что же в контейнере? Наши ожидания от геймплея мультиплеера. On that damn ship.
Actual, we got a problem. Missile is armed. Controls are somewhere on the ship. You have your orders, son. Stop that launch. Да, смотрю с задержкой, потому что я задержался. В целом. Все, пора по тапкам. Эту вышку зачистили, надо зачистить следующую вышку. Back in the water, inbound, in your position. Solid copy. We're taking effective fire. The LZ will be hot. Roger that. What's wrong? Я смотрю с задержкой, я постараюсь нагнать прямой эфир где-то минут через 20, потому что я скипаю разговоры. Я смотрю только трейлеры. Let's have ourselves a gunfight. Missile controls are on the bridge. Have to stop the launch. Вот это красиво. Контейнеры двигаются. Как во время шторма на настоящем корабле. Естественно, никто контейнеры не привязывает на судне. Они так и болтаются, вообще шароебятся. Все плавание. Потому что матросы любят быть раздавленными. Каждый матрос желает знать, где не привязан контейнер. I'm moving. Containers are the only cover we have. Just don't get caught between them. Я не могу запустить завтра, у меня сейчас работы много, я не могу по утрам просматривать это безобразие, поэтому я решил сегодня. Простите меня, пожалуйста. Entry on the third. We have to get to that door. Check your corner. What's the container? X-ray down. Course right. Channel 1, the missile's for launch. How far are you from the bridge? This is 1. We're pushing Хуяк. the entry now. Copy that. Я даже не знаю, когда все вот это, то, что нам сегодня покажут, смотреть. Видимо, короче, все выходные мы не играем, а смотрим вот эти ивенты по вечерам. Bridge entry. Днем, к сожалению, не могу. All right, stand back. Shadow 1 going explosive on bridge entry. Играть, наверное, не будем. Execute. Наверное. Вот это же гораздо интереснее. Сидишь, короче, ничего не делаешь. Тебе красивые картинки показывают. В целом это вписывается в мою картину мира. To the open beta. Так, ладно, это мы мотаем, это мы мотаем. That's what we're talking about. And joining us now, Так, мировая премьера. Микроидс. «30 лет спустя». Возвращение франшизы иконической. Схватка продолжается. Или борьба продолжается. В кубиках. Флэшбэк 2. Кто-то играл в первый флэшбэк? Я не играл. Так, еще одна мировая all right, let's премьера. turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am the game. Так, еще одна. О, какая пушка. Какой секс вообще. А, я помню это. Красиво.
Ой, какой плохой импакт у оружия. А так-то красиво выглядит. Почти Elden Ring, который я бросил. Жесть. Это, короче, это красиво, как Elden Ring, но... Оу. Ну, непонятно, да, вот как там Медведь пишет, непонятно, как это играется. А кто делает это? Привет, имя, фамилия. Просто очень похоже на польский геймдев. Поляки? Блин, как я угадал вообще? Прям с ноги. Купи игру Nickelodeon All Stars, брал. Нет. Это что вообще такое в чате? Ты купи. Вы маркетолог? Залогиньтесь этой игры. В ЕГЭСе выходит. Okay, next up comes very Officer Taylor, Medlog Павший листик. 29. Today, I can't believe what I saw. Что это? Solace, everything okay in there? Еще один Dead Space. Как анонс по чужим? Интересно? Нет, абсолютно не интересно. Я не фанат вселенной. Я не понимаю, почему продолжают доить эту франшизу. Фильмов нормальных по чужим новых нет. Ничего нет. Делать просто игры на ностальгии. Ну, блин, для кого-то это достаточно. Ну вот мы недавно играли в этот в кооп-шутер по чужим. Ну, прошли один раз все локации и больше к ней не вернулись. Форт Солис. Трой Бейкер? Ничего себе. Сейчас, короче, выведут на сцену Троя Бейкера, он будет 15 минут рассказывать. О, я же сказал. Сам Трой Бейкер. Ну-ка, 28. Он реально 5 минут разговаривает. Реально, Трой Бейкеру дали 5 минут вообще. Из уважения перед заслугами индустрии. Isolation был классный, но когда был Isolation? Лет 8 назад? 7 выходил? Я его тогда примерно играл. Что это был за шатающийся дилдо? Красиво. Ну вот у этой игры атмосфера Alien Isolation. Боже, какой красавчик. А звукарь Гордон, ну тогда надо брать. Doesn't that look great? That was routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't. First announced a decade ago. With a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson? How are you? What's up, everybody? Здорово. And what is up to the... Из качалки, конечно, голый.
is live streaming right now around the world, and everybody inside the epic IMAX theaters. О боже, о нет. The rock drink in the game. Что это за product placement? Know me is in gaming. Number one, thank you. Боже, боже. In the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, down the road. Black Adam это его новый фильм, но я... Adam, what have your powers ever given to you? Блин, вы это все видели, это реклама фильма, зачем вам это надо? Это мы скипаем. Outriders. Неужели повод вернуться в Outriders? Боже, что за вайбы Borderlands, а? Игра же этим не является. Там нет вот этого. Ну ли такие Destiny вайбы. Боже, рыжая женщина. Пачпарту, помнишь, мы играли в Outriders? Ты помнишь, чтобы ты себя чувствовал примерно как вайп этого трейлера? Я вот нет. Я помню загрузки при переходе из локации в локацию. При перепрыгивании через мостик. Вот это я помню. Кому это надо? Кому это надо? Ладно. Nintendo Switch. А, это мышап из того, что выходит на Nintendo Switch. Хорошо. Все? Больше игр не выходит на Nintendo Switch? Хорошо. Это Fortnite? Нет. Боже. Почему мы в это не играем? А это, по-моему, была какая-то ютуберша, стримерша. А, это ютубная шобла-ёбла. Это была Валькирая, это Кураж. Я их даже знаю. О боже. Ну так пошли по чпорту как-нибудь сыграем вообще вот в это безобразие. Free for all. 21 июня написано. Вот давай, короче, смотри. 21 июня выходит первый сезон. Мы вкатимся сразу в сезон, как короли. Starting June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Check this out. Так, легендарные разработчики. Конечно, купим Battle Pass, иначе зачем играть? Так, что это? Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over.
Ты кто? Okay, hurry. Да, что-то перебор с играми в космосе, я даже не знаю. Никогда космос не продавался вообще, а тут что-то все ломанулись. And I may be onto something. Опять демон. I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. У нее шлем, как у этой из Старкрафта, снайперши. Hang tight, Doc. I've got this. Страшно. Здоровенный робот валит какую-то ебаку крылатую. Ну и завалил. You could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. And hell's coming with it. Stormgate. Что? Регистрироваться на бету в 2023 году? Да все уже забудут про это. Зачем сейчас регистрироваться, если бета через год? Ты потом получаешь это письмо. Tim, congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. Это RTS? All right, so stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Понятно. Okay. And we saw some hints of some, I mean, you know, you guys coming. Понятно, потом почитаем. Good morning, high water dwellers. High water pirate radio keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate. Демагог Studio. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. The world ended on a sunny day. Boys and girls surfing in the bay. Kids clamored in the park. No one suspected the coming dark. Что это? The wave was coming, but the sky was clear. Вайп у трейлера хороший. Wash over me. Чат не спать. Ущипните там кто-нибудь медведа и оса. Swept away, swept away, swept away without fear. The world ended on a sunny day. Boys and girls surfing in the bay. Children clamored in the park. Highwater. Suspected the coming dark, the coming dark. What a breathtaking trailer. Highwater is an adventure strategy around us, including Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict and hope to be able to share your Replaced. work at a future show. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. Так, ну ладно, мы это мотаем. Picture a city where technology and Нет, не мотаем. go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton,
had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. Аркадия. A 43-square-mile metropolis, where each and every citizen enjoys a life of... Вот это летняя игра. Предыдущая была летняя игра. А что это было за жуть космическая? Все начало, все первые сколько? Все первые 35 минут. Я вообще не понимаю. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Не, ну это интересно, кстати. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Сеттинг красивый. Прям как-то... Как тот Left 4 Dead от разработчиков, которые выпустили в Early Access. Она, кстати, жива или нет? Там, наверное, один человек играет в нее. Я даже забыл, как она называется. Мы с паспорту страдали, но поиграли. Или с Гуфовским мы страдали. Я уже не помню. Это было так давно. Это было в прошлой жизни вообще. Так, подождите. Это начало... Это пародия на трейлер Dead Island. Это серьезно начало трейлера Dead Island. Опять Семен. Все 2 человека знают эту отсылку. Анакрузис называется, точно. Спасибо, Сневес. Фу. Год Симулятор 3. Жесть. Я с дочкой любил в Год Симулятор играть на PlayStation. Короче, цеплялся языком козла к карусели и катался. Дочка смеялась. Это все, что вы должны знать про эту игру. Да, и вот вопрос, а был ли второй симулятор? Set to join the battle. Это файтинг? Или что это? Или карточная игра? Марвел и Параша. Те, что мы любим. Кусь. Какая блестящая жопа. Боже, мужчина в латексе. Паучок. Ничего себе, он раскачался вообще. Кто все эти люди? Кто все эти люди, блин?
Ладно, не люди, а супергерои. Ну ладно, это вроде как призрачный гонщик. А вот кто остальные, я вообще не знаю. Вообще не вдупляю. И почему у паука руки из Фортнайта? И кто вот эта женщина? О боже. И тут Металлика. Это что за адский Халк? Боже. Еще 7 октября. О, и еще скин из Фортнайта. А геймплей-то будет? Или они просто поковырялись? Чего не за костюм? Все, конец. That was Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And Так, ладно, Cuphead можно промотать немного. Ну, Cuphead выглядит как Cuphead. Как адски сложная игра. Боже. Не, ну это вообще офигительно красиво. Пипец. На экране происходит такой ад. У меня волосы на жопе шевелиться начинают, когда я такое вижу. Ультов включил. Ладно, мы это мотаем. Ладно, что-то... Дальше что-то новенькое. А, это та самая игра с карточками. Блин, я видел, по-моему, год 2 назад. We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Не, карточки это проклято вообще. О май гад. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. О, найс. Это нам надо. Аниме девочки. Уже 16 июня выходит. Твою мать. Выглядит, конечно. Так. Fast-paced action game Midnight Fight Express to life. Let's take a look. Humble Games создает. You know the saying. Get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. Gamers Rise Up. It's happening. The big guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, I had the stink of corruption all over me. You know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing it anymore, and neither are you. Tonight, we wash. Выглядит красиво. От коврайтера Destiny 2 и God of War. Господи. Вот это, конечно, расслоение. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Oh my god, Warframe.
I'm so good. My fellow Canadian. I know. We got we just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know right now anyone watching. Что там в Warframe вообще происходит, кроме того, что ничего? Когда они кроссплей уже запилят? Бла-бла-бла. Ну-ка посмотрим. New choices await us now. А почему он без шлема? Я не совсем, конечно, разбираюсь в варфреймах. Уже в сортах всяких варфреймов. Ну, наверное, какой-нибудь очередной квест, подающийся с помпой. Дуверь парадокс. Tenno Life Con. Титания Прайм. Ой, господи. Да, это уже я здесь засыпать начинаю. Мне там, ну, тут у меня где-то 300 часов положено в свое время. Так, ладно. Ой, нет, о, нет. Это Геншин? Это Геншин, да? Геншин в космосе? Опять звон. Красота вообще. Выглядит как игра мечты. Поезд в космосе с аниметянками, которые друг друга нарезают. С гитаркой. Кофе пьет. Она его за титьку тронула. Что мы сейчас посмотрели? Ну-ка, жду подробного разбора в канале аниме у нас в Дискорде. Если подробного разбора того, что мы сейчас посмотрели, там не будет, я закрою этот канал и запрещу обсуждать аниме. Опять Саша из будущего. Так, ладно, мотаем. А, еще от этой студии, еще одна игра. И тоже аниме. Боже, они что-нибудь еще умеют делать? Кайф вообще. Девочки с ушками. Мальчики с ушками. Непонятно, кто без ушек. Почему он без ушек? Или она? Короче, как сделать много игр на одних ассетах? Моё симасё. Что я сейчас сказал? Кайф. Неуклюжая панда делает бум. Не, ну это круто. Блин, почему я не люблю аниме? У меня было бы такая была бы просто бездна проектов, в которые бы я играл вообще. Я бы из Геншина не вылазил.
Так, ну чебурашки, это понятно. О. О. Не, ну все. Кейси Джонс. Ой, спим, чат. Ладно, мотаем. Когда-нибудь я дойду до лайва. О, что это такое? Super People. Super People — это же Battle Royale, в который поиграли все стримеры, а потом все забыли, когда, видимо, бюджет кончился. Ну-ка, сколько сейчас Super People стримит на Твиче? Десять зрителей у Super People на Твиче. Десять. Смотрите, я не обманываю сейчас. 10 зрителей на Твиче, 2 стрима. Один из людей просто сидит в меню, а второй, кстати, играет просто в Apex. Он в категории ошибся. Final Beta. Или подождите, или просто Super People сейчас не работает. Это была какая-то временная бета или что? Надо посмотреть. Может быть, я зря токсичу, как обычно. Super People, видеогейм. Она еще coming soon. Извините, простите меня, пожалуйста, она еще не вышла. Это, видимо, была доступ к закрытой бете у стримеров. Все. Все, я виноват. Простите, пожалуйста. Простите меня, пожалуйста. How far will you push humankind? Зря быканул, получается. Сига. Блять, что это? Что это посередине экрана? Вот кто это вообще? Вот что это вообще? Ой. Ну, короче, секция аниме пошла. О, боже. У него реально такое лицо, что ли? Господи. Это что за Буратино? Вот что это за Буратино?
Капец, мечта эпилептика вообще. Мотаем. Простите, пожалуйста. Мы это мотаем. Так, вот это что? Короче, они реально херакнули просто секциями игры. Вначале Dead Space, потом хер знает что, потом платформеры, а теперь секция аниме. Блин. Блин. Мысль понятна, конечно. Я не против. With so many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit sale. О. Так, это пошла реклама. Но мы это не будем смотреть. Так, что это такое? Марева? You're gonna get hit with the unexpected in Mario Strikers Battle League. In this no-holds-barred soccer Господи. chaos reigns supreme. So prepare to do whatever it takes to claim victory. So much fun, it hurts. Mario Strikers Battle League, only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down. So while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now Что за металлюги? on PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. А, окей, я понял. Ритм-шутер. Разве она уже не вышла, или это просто контент-пак к ней? Интересно, если в эту игру играть, не попадая ни в один такт, тем самым нарушая вообще все каноны и аноем людей с музыкальным слухом. Это и другая игра? Вообще она выглядит абсолютно так же. А музон хороший. Здорово, Мистик. Давненько тебя не видел. Как у тебя дела? Так, хорошо. That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC. Так, ладно, мотаем. Lives and But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all just Supermassive. hanging on the end of a rope, how can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just going to fall right down to the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. Что это? Family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. Круто же.
Это же наш любимый студенческий хоррор. 911. You mean 911? Who says 911? 911. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. Кайф. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. Them's the rules, you noob. Неплохо. Это кандидат. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in... О, я помню этот Now it's анонс. time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in this procedural realms. Here is your exclusive new look. Until Dawn 1.5. А если там есть кооп по чпорту, ух. О, я помню эту странную игру. Персонажи красивые, все остальное непонятно. Ой, господи, нет. Это выживач? I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. Ой. If the Ой. arch is inactive, you'll need О, нет. cards from rare resources. Карточки. Once you have realm cards, you can activate the portal. Ой. Foul things. Realmic void. Waiting to get. Ой. Ой, лампочка бежит. Ой, мне реально плохо. Ой, господи, все мои любимые жанры в одном месте. Карточки с выживачом. Ты кто? Что за горшок? Короче, очень странно. Я не знаю. Это, конечно, мимо меня, но, блин. Как найти людей, которые любят одновременно крафт, карточки и выживач? Блин. Ой, не-не-не, Saints Row это мы мотаем. Простите, любители этого бесконечной кладези юмора и неонового непонятно чего. Не-не-не. Не-не-не-не-не. Что? Ну-ка, ну-ка. Чего? What the hell is this? Жесть. Не-не-не-не, это скип. Next, we've got an exclusive first Dark Tide. gameplay of Warhammer 40k Dark Tide. Dark Tide. The acclaimed Vermintide series. Dark Tide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. Dark Tide, Dark Tide. Вы посмотрите на этого мужчину справа. Это я, если я буду продолжать стримить и мало двигаться.
the operations array and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnel to the access point. This way! Move it! Жесть. Красота. Пиломеч. Это что это вообще? Паучелло какой-то. Черепковый. О, какие толпы классные. Не, мрачняк вообще. Главное, чтобы в России можно было купить. Иначе мне не с кем играть будет. Ладно, это дежурная вообще универсальная фраза ко всем кооперативным играм, выходящим в ближайшее время. Главное, чтобы продавалось. Потому что один я в это играть не буду. Каев. Это очень хорошо. 13 сентября выходит. И должно быть в геймпассе, да? О, это Layers of Fears покажут. Нормально. Так там VPN не поможет, The One. Там немножко все сложно. Someone once said insanity runs in our family. Let it run. Ох, но надеюсь, это не будет гребаной экспозицией, как прошлая игра. Будет что-то вменяемое. Визуально они, конечно, крейзи вообще. Эти люди, которые делают Layers of Fear. Но, блин, геймплей это невозможно выносить абсолютно. Оно не страшно, оно просто, ну, красиво и ходишь как по инсталляции какой-то. Мышки. Но пока выглядит так же, как предыдущий Layers of Fear, только визуально покрасивее, что в принципе уже неплохо. То есть чисто красивые картинки тебе будут показывать. Просто надеюсь, что геймплея было бы побольше. В Unreal Engine 5, ну вообще просто. Ой, а это ж я помню, это ж с предыдущей части. Там будут отсылки на предыдущие части, что ли? В 23-м году. Steam, Epic, PS5. Кайф, на PS4 не будет, значит будет красиво. О, нет. DC параша. Мотаем. Или не мотаем. Или вам нравятся мужчины в трико. Есть какое-то логичное объяснение закрытым продажам на территории РФ, или тему лучше не поднимать? Санкции и позиции компании не зарабатывать на территории Российской Федерации. Потому что сейчас остановлю. Потому что бизнес у крупных издателей настолько крупный, что если они что-то сделают не так, то они рискуют
попасть под нарушение законов США там и других стран. Поэтому они стараются соблюдать законы страны, в которых они оперируют. Не надо сюда приплетать русофобию и прочее всякое такое. Здесь очень простое объяснение. В цифровом мире это, конечно, звучит довольно дико, но проще рубануть рубильник, чем потом разбираться, где ты нарушил закон своей страны. Это довольно паническое решение в настоящий момент. Ну, просто вот типа, вот Россия нельзя, вот там в США закон вышел, вот у нас санкции против России. Вот такой-то список. А люди не хотят рисковать своим бизнесом мировым. Так, ладно, дальше. О, так это же Нил Дракман. Простите. Yeah, it's crazy. You know, 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. They're still sending us letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much to them. Да, мы будем свои игры показывать, когда не скажу. Они будут 20 минут говорить? Окей. Ну, конечно, не... It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city. So it's pretty close. It's closer than you might think. Опять второй раз выкатили Троя Бейкера. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Good to see you. I'm a little confused though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game. Yes. I can tell you. Ой. Короче, я реально догнал лайв. Ничего себе. Кажется, эта игра презентации закончится. Это ремастер, да? Что-то выглядит очень хорошо. Блин, перепройти, что ли? 2 сентября. Пойдем в школу и будем перепроходить эту игру. Сколько раз я проходил Last of Us 1? Блин, раз 6, наверное. Одна из моих любимых игр. А, и вместе сразу же с этим, с дополнением Left Behind? Ой, что, Джоэлу морду так сильно переделали, что ли? Они как будто взяли модельку из второй части. Ну так, почти. Also in development for PC. То есть, типа, for PC, хрен знает когда. Все, мы в лайве, чуваки. Больше скипать не буду. Придется слушать Троя Бейкера. С совершенно охреневшим выражением лица. По-моему, он застыл, по-моему. I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing part 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm for another playthrough with this. I can't wait to go back because you guys did such an amazing job on that original game, and it's really, when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. So I imagine that think of the Last of Us 2 combat, but kind of
that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole, like, all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on, like, Uncharted 4, Last of Us 2, we apply to this. Сразу стало грустно. Видимо, действительно, это будет финальная фигня. Ну, шоу идет уже... почти... Короче, осталось у шоу, сейчас скажу, 8 минут, если они придерживаются двухчасового формата. У шоу, значит, всего лишь 7-8 минут. Still making games. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise... Он только что заспойлерил, что Naughty Dog чем-то занимается. Summer Game Fest. Okay. Okay, well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping. Кодзимы не будет, блин, как же. Кодзиму выкатят, наверное, на Gamescom. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Devs with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look at the planet of Land. Day of the Devs. Day of the Devs надо посмотреть. Это хорошо. Which I'll be co-hosting, and the Tribeca Game Showcase streaming, along with the Epic Games Store Showcase. And then finally Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream them all at summergamefest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Germany for Gamescom opening night live on August 23rd. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater. Блин, 3 ивента чувак по себе подмял. Вообще, гениальный чел. Да, минимум 3 дня будет все проходить. А Day of the Devs где будет? На этом канале или на каком-то другом? Keep tuning in at Summer Game Fest. Ну-ка. Ой, там что-то еще показывают. А, он сразу же? Кайф. У меня, кстати, ремонтник, который мне вот ремонт делал, он грек, и он вылитый Тим Шейфер. Сейчас, подождите. Сейчас я вам его фотографию покажу. Сейчас. It used to be a physical event only in San Francisco, but now it has gone digital, so the whole world can enjoy it. And we're really excited this year to be part of Summer Game Fest. Сейчас. Relax, put on your party hats. This thing? I'm supposed to put this on? А, нет, это не то. Это в Лондоне. Everybody. That's right. That looks good. Now we're cooking. Put on your party hat and enjoy. Блин, это все... А, вот. Во, короче, смотрите. Мне делал Тим Шейфер ремонт. We got a new one today. This is from a good friend Michael Frey and Rafael Munoz. Previously, Michael played a game called Kids. У кого еще дома Тим Шейфер делал ремонт? And this is his new one. It's about the limited time we have on Earth told through the life of a fly. This is called Time Flies. Hello, everyone. My name is Michael. You might know my work from a game called Plug and Play. I co-founded a company called Playbles where we made a game called Kids. О, это я помню игру. Today we're gonna talk about this guy in my upcoming project that is a collaboration with Rafael Munoz, who is the principal programmer on the game. The project we're collaborating on is called Бобби котик кладет в плитку. Кайф. Вот это видеоигра вообще. Улетай. Is about our limited time in this world. In Switzerland, where I'm right now, we have a life expectancy of maybe 84 years. In the US, it's about 77 years.
So you have a little bit less time to achieve the things you want in your life. Да, почему-то именно ради этого ты не спишь. Короче, нужно мухой успеть за свой жизненный цикл посмотреть как можно больше всего красивого. Получить максимальный жизненный экспириенс. А сейчас утонет в рюмке. Я угадал. In time flies, the things you can achieve are nicely prepared on a bucket list. This is a very Значит, тебе даются задания, что надо сделать, а у тебя есть конкретное время жизни. Маева. Но нельзя касаться лампочки, иначе сгоришь. Get rich. Get drunk. Ну-ка. Наверное, нельзя садиться прямо в это. Дрынь. Не, ну кайф же. Идеальная игра для стрима. Дискач. Сейчас его иглой. Не надо. Go on tour. The game is coming to PlayStation, Nintendo Switch, PC and Mac sometime next year. Please visit timeflies.buzz where you can sign up for the newsletter. Посмотри, как у него удлинитель розетки висит под столом вообще. Вот это настоящее искусство. Твоя жизнь шорты. Офигенно просто. Потому что мы все в конце концов умрем. Our next game is Planet of Lana, the debut title from Sweden-based Wishfully Studios and published by Thunderful Publishing. The gameplay is reminiscent of dark side-scrollers like Inside and Little Nightmares, but the vibes could not be more different. Who are these enigmatic enemies? What do they want with Lana's sister and her world? And what other secrets are there to uncover in this beautiful, boundless environment? Hello, my name is Adam Stjernljus and I'm the creative director at Wishfully. We're a small indie game studio in Sweden making Planet of Lana. Oh. In our game, you play a young girl called Lana, who is forced out on a mission to save her sister that has been taken away by an invading robot army. Кайф. Вот это сеть. Early on in the game, Lana Можно котика погладить. You quickly develop a strong bond and friendship to Mui, and she proves to be both intelligent and loyal. Кусь. Ну, выглядит хорошо. Да, Limbo Inside. Being her own personality, Mui also has things that she's afraid of. Но это больше, наверное, Brothers. Потому что нужно взаимодействовать двумя героями. But being small and agile also has. Но второй, видимо, либо тобой управляется, либо какие-то действия AI делает. She also has this special ability she can use to control some of the strange creatures of this planet.
together, you have to make it through both the hard. Я играл в Brothers, почему правда хуже всего. Я играл в Brothers, но немного, когда ее раздавали еще на PlayStation 3. Это было тупо там 10 лет назад. Я не допрошел. Так что не надо мне тут. У меня была жизнь до стримов, представляешь? Хотя моя жизнь до стримов ты еще не родился. Красиво. Planet of Lana is really a labor of love, and we're very excited here at Wishfully to bring you what we believe is a truly unique adventure. And beyond the companion-based puzzle solving and Ой-ой-ой, он уж тебя сожрет. Experience an engaging story with twists and turns that hopefully will stay with you long after the credits have rolled. Planet of Lana is coming to Xbox and PC this year, and you can wishlist right now at Steam or sign up at our newsletter at planetoflana.com. This next title from 2-Star Games is quite literally an on-the-rails shooter. You and your little yellow train with its mounted machine gun and exquisite collection of bobbleheads will face off against a demonic, clown-faced train who is hell-bent on devouring human. У него в очках отражается вся группа съемочная. Один человек. I'm the solo developer behind 2-Star Games, and I'm currently making Choo Choo Charles. Choo Choo Charles. Choo Choo Charles это... О, господи, это ж персонаж из... Темной башни Стивена Кинга. О, ебать. Господи, а где музыка паровозика Томаса? Upgrade it over time and then use it to fight an evil spider train named Charles. В русском переводе был Чарли Чучу назывался в The Dark Tower. If you pump enough lead into his face, that'll probably encourage him to run off and find something else to eat. Блин. О, боже. Он сдох? You have one goal above all else, and that's to summon Charles to a 1v1 and fight him to the death. To do that, you'll need to explore the open world, looting abandoned areas and completing missions for the locals to gain powerful weapons and scraps that you can use to upgrade your train's speed, armor, and damage. Это просто офигеть. You'll need to leave the relative safety of your train and venture out on foot. This is where things get really dangerous, with Charles constantly roaming around looking for his next meal, and camps of shotgun-wielding cultists looking for someone to feed to him. Блин. Этот чувак один сделал все? Офигеть. After collecting 3 heavily guarded gems from abandoned mines around the island, you'll place the gems on one of the shrines, angering Charles and drawing him to your location. Ой, культисты. Да, короче, вот эта игра, она уже интереснее 90% игр, которые показали на Summer Game Fest. Боже, обожаю смотреть инди-ивенты, они такие офигенные. Мы еще обязательно посмотрим, тут будет Gorilla Collective, где есть 3 наших игры. Там будет такое же веселье. Чертов Чарли Чучу бежит за мной. Он меня сожрет. Садись в паровоз, садись, не надо, нет. If it sounds like something for you, be sure to follow and wishlist Choo Choo Charles on Steam. I'd greatly appreciate it. Охренеть вообще.
We've got a special one for you. It's very personal and near and dear to IM8bit because it's a Давайте этого чела подпишем вообще. Academy, and think of it like Hogwarts, but for escape rooms. It's from developer Coin Games, and they hail from the arcade amusement space. Я не знаю, будем смотреть Devolver. У меня просто время сейчас есть только по вечерам. Here they are. Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. Я пока еще не выбрал, что смотреть. Я точно буду смотреть Gorilla Collective. Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. We're the founders. And I'm Michelle, the art director. Oof. Okay. This is. I hate that. All right. Once more with feeling. Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. And I'm Michelle. And we're Coin Games. Какая жесть. When Coin Games was founded, we were actually building real-world escape rooms and arcade machines. But when the pandemic hit, we needed to pivot. So we decided to take those learnings, building real-world escape rooms, and transpose them into a digital format, and thus Escape Academy was born. Good luck trying to hack me without sufficient power. Probability of your expulsion, high. Escape Academy is an escape room симулятор escape room. Either single player or co-op. You play as a Интересно. student at this titular mysterious escape academy where you get to master Мы, конечно, туда соседов строим. train to become the ultimate escapist. What are you waiting? Что за вопрос? A room full of gas is no place to relax. We're all fans of escape rooms, so when we couldn't find a digital, authentic escape room experience, we decided to make one ourselves. Walls are often misleading at the academy. Escape Academy isn't just a puzzle game, it's an escape room game, and it brings that play pattern home. We have a huge amount of puzzles in this game, and they never repeat. And in addition to that, you can solve every puzzle using just your mind, no dexterity required, although you may want to bring a paper and pencil. The academic theming gave us the leverage to Не, ну никогда в это играть не буду. support the narrative and put Ну, недавно был в таком, посадили в тюрьму и закрыли. А в какой стране ты живешь? Хорошая шутка, да? We were designing the game. It was really helpful to have the experience of both playing a lot of Не, ну это жесть, конечно. real-world escape rooms as sort of a design anchor to buoy us to. I did not anticipate the rodent assisting you. Bad turmeric. Sadly, that rat will be no help in bypassing my lasers. We really took our time to create an eclectic cast of students and faculty members that help guide you throughout the academic journey of Escape Но это слишком сложно. Building on the lessons that you get in each room and raising the stakes throughout your journey at the Academy was definitely a design pillar we wanted to make sure came through in the final game. I am not feeling so well. Analysis. I have succumbed to disco fever. Escape Academy is Step coming Exa. to Xbox, PlayStation, and PC on July 14th and will be available day one on Xbox Game Pass. And you can wishlist us today on Steam. We'll see you at the Academy. Thanks! Escape Academy! This game's for Не, выглядит прикольно, но это совсем не мой тип игр. А мой тип игры вы знаете. Дрочильни, дрочильни, дрочильни. getting things lined up just right. It's called A Little to the Left. Да, привет, это мое лицо, да, вот. Ой, только прическа что-то сбилась. Блин, слишком светло. Надо свет себе здесь нормально сделать. Во, вот так поинтимнее. Hi, I'm Annie. Hi, and I'm Lucas, and we are Max Inferno. Yep, and we're Блин, какая милота вообще. Вот это уютненький домик. that we've been working on called A Little to the Left.
Да, это я уже в своей стримерской. На чердаке под крышей. Короче, где-то жил Карлсон, а я Кузьмич, который стримит под крышей. A little to the left is a game where you sort, stack, and tidy up the house. In each level, puzzles are hidden among regular household objects, and you solve them by arranging items in a very particular way. Many of the levels have multiple solutions. It's all about observation. Мне нужно просто второй свет вот сюда слева поставить, чтобы... Сейчас у меня просто лампа, вот этот ring light, он справа. Либо там лампочки поменять. And some of our own little tendencies. Another big source of inspiration for the game is our cat, Rookie, who should be around here somewhere. Пусть. Occasionally, this cat will show up on the periphery of your gameplay and undo your tidy work, just to shake things up a little bit. The game starts off pretty simple, but as you progress, the logic behind the puzzles becomes a little more surreal. Жесть. There is a lot to tidy up in a little to the left. Actually, every day brings something new. Это для людей с расстройством. With the daily tidy delivery, you get even more out of our favorite puzzles. And you earn fun badges too. Well, thanks for stopping by. We hope you enjoy A Little to the Left when it releases later this year. See you later. Bye. Steam Deck у них нет, а у меня есть. About this one ever since it was announced ages ago. It's from developer Gummy Cat. It's called Bear and Breakfast. And the title says it all. You're a bear, you run in bed and breakfast in the woods, and it's really freaking fun. We're debuting a brand new animated trailer, a bunch of gameplay you've never seen, and finally announcing a release date. Привет, Антон. О боже, что за красный нос. Медведь лампу скоммуниздил. Это что за видеоигра вообще? I'm Ioana. And I'm Raresh. We're from Gummy Cat in Romania. Today, we're showing you our first game called Bear and Breakfast. It's a laid-back management adventure game where you build and run a B&B in the woods, but you're a bear. In Bear and Breakfast, you play as Henk, a young, curious bear from Silver Valley who lives in a small home with his mom and two best friends. Кайф. Игра про медведика. We grew up on management sims. Games like Hospital were big inspirations for us. But we also Это же World of Warcraft, только про медведя. Вам не видно, но у меня справа вверху карта, мини-карта, как в Warcraft, круглая такая. So it turns out that humans are coming back for some reason. Зацените вообще эту красоту. There's old run-down buildings all over the place, and you're just the bear for the job. Да, я в очередной раз
показал, что я кроме Вова ни во что не играл вообще. The game follows a linear story that you advance by solving quests. A lot of them involve finding materials, building rooms, crafting furniture and decorating stuff. Михаил сидит в оранжерее. Да, я здесь выращиваю разрешенные растения на территории Нидерландов. The actual furniture you do make awards different kinds of points. For instance, beds give comfort, showers give hygiene, that type of thing. You have to make sure that your room scores are high enough to satisfy whatever your guests are asking for. Не, ну это, конечно, ад. У меня такие игры сразу же вызывают тревожное расстройство, что я все не доделал. А тут делать надо дофига всего. There's a lot more to Bear and Breakfast, but you can play at your own pace since the game won't rush you. Oh, and there's definitely no creepy subplot hidden somewhere in the forest. Медведям в данжи ходить. We're very excited to be part of Day of the Devs this year, and we can't wait to introduce you all to Hank and his friends when Bear and Breakfast launches later this summer. Thank you. Thank you. Кайф. So I don't want to say a lot about this next one. It's full of secrets and puzzles and mystery that are best discovered on your own. It's a beautiful game from a studio called Shared Memory. It's a pixel art Metroidvania full of interesting creatures. It's called Animal Well. Hi, I'm Billy Basso. Today I'm going to be showing you a game I've been working on called Animal Well. In Animal Well, you explore a surreal and sometimes dangerous pixel art labyrinth that is filled with secrets. Ой-ой-ой. Неонка. Страшно. You'll encounter various creatures, but it's not always clear if they're friendly or not. So it's best to proceed. Привет, Полвин. Была офигенная игра. Чарли Чучу называлась. Вот это, конечно, от сатаны. Обязательно посмотри. Throughout the game, you're going to find various items that will give you new abilities and help you solve some puzzles. Ой. Кота расколбасила. Вы посмотрите на эту красоту. Every item in the game has multiple uses, but you're going to have to experiment if you want to figure out what they all are. Он что, стрелять умеет? Animal Well is a pixel art game. That's not just a pander to nostalgia. Instead, I'm viewing it as a technical opportunity. A 4K TV screen has 144 times as many pixels, but that means I have 144 times as much processing power to apply to each pixel. Throughout the game, you'll see a lot of things like fluid sims or dynamic lighting effects that haven't really been used in a pixel art game before. Oh my god. Designing Animal Well is a layered experience. So what that means is the base layer is something the average person can play through and enjoy to completion. But then there's a second layer, which for most games you would consider this part like 100%ing the game. There are lots of hidden items in nooks and crannies throughout the world. They're not obvious, and you might need some help to find these. The third layer has puzzles that don't really present themselves as puzzles.
They might go unnoticed for years potentially, or they might require some community collaboration to solve. Жесть, он запрятал в игре всякого. Puzzle in this video that may require some community collaboration to understand. But the first 10 people to figure it out will get a free copy of the game at launch. And then while you're doing that, you can maybe wishlist it. But yeah, thank you so much. Блин, он вообще, человек спрятал даже в видосе какую-то загадку. Этот кот меня прет вообще. Next up is Naiad, a colorful exploration game where you play as a water nymph, traversing a zen and peaceful world. This game comes to us from Highwarp, a solo developer from Spain. Hi, I'm really happy to be part of the 10th anniversary of Day of the Devs at this exciting Summerfest edition. I'm Elwin from Highwarp, a solo dev indie studio from Spain, working on bringing to life very unique and personal games. I would like to share with you a preview of Naiad, a relaxing and colorful exploration adventure about flowing by a river. Это я помню. I love creating every part of this game, so please enjoy. Ее, по-моему, на предыдущем Day of the Devs показывали. Либо на одной из гориллы. Там про... Как это правильно? Mermaid? Русалочка? Точнее, нет, это не русалочка, это не ада. У нее хвоста нету. Она просто плавает голой под водой, и ей норм. The journey starts with the birth of a little water nymph at the spring of the river. Naya will grow up. К сожалению, по паспорту мы сейчас скипнуть в будущее не можем. Learning to swim like a duck, dive like a fish. Я скипну пока в туалет. А? Как вам такая идея? Butterflies, Еще вернусь. rabbits, snakes, turtles, crocodiles, and much more. Help them to find their way, avoiding obstacles and dangers, using your skills. You will immerse through a lot of beautiful places like a deep forest, a dark cave, a joyful creek, and more. Water, symbolizing life, starts pure and fresh, and little by little it will be fading into dark. You can sing to regenerate the nature, making sprout flowers in the path. And you must do your best, because the humans are controlling this river wall. Humans create their own fake rivers, like these noisy roads with strange smoke creatures. You are the guardian of this river, and that seems to be a difficult task, but don't be afraid, because a tiny cloud will take care of you from the sky. The beautiful hair of Naiad is like its vitality. You can make it grow up under the sun rays, change its color, even tie small flowers on it. Creating Naiad, I focused on a wholesome experience. Enjoy it at your own pace, exploring and flowing. Naiad will be available for PC and consoles by the end of this year. Thank you for watching. А я успел. Игра на один пописать. Cooperative life and farming simulation game from Sodaden and Cryptico. Hunt and gather to care for your settlement, explore the ancient world around you, and best of all, become a friend to the mammoths. This is Roots of Pacha. Hi, I'm Timo, co-founder of Sodaden along with my brother. Hi, I'm Karen, the narrative designer. We're based in San Diego. Колобаску пьют вообще. I am Dancer, the main artist. And I'm Johnny, Timo's brother. We are the team developing Roots of Pacha, a farming sim set in the Stone Age where you help your clan develop the ideas that shape humanity.
in a time when there weren't stores to buy seeds or anything else. You'll build your village from the ground up. Ох. Instead of using money, you'll transform the world Ох, my god. contributing and working with your clan. Starting small, you'll explore the regions of this new land, discovering plants and resources along the way. Many of the ideas you develop were the cornerstones of боже. civilizations, like farming, domesticating animals, and the creation of tools that are now common. Что она сделала этому кабану? Можно на козле кататься. На страусе. Ideas will build on one another, and after a while, you'll find your community transformed. Блин, здесь тоже у меня игры вызывают тревожность. Подоили кабана 100 из 10. You'll venture into the caves. Кабан, конечно, задроченный, но жить будет. Explain who you are and why you're here. Зажгли сову. Да, эта игра должна стоить 5500. The game's Stone Age setting was inspired by the book The Clan of the Cave Bear. Roots of Pacha is set in simpler times, but the society is still complex. For example, finding something to eat went from satisfying a basic need to making a dish and creating a reason to gather. As you discover ways to make life easier, Картофельный салат, знаменитый немецкий картофельный салат. has to offer. You'll get to know your clan, Можно мамонта meet others погладить. living around you, and maybe even find that special someone. Our love of farming sims started with the first Harvest Moons, and Stardew Valley took it to the next level. With Roots of Pacha, we want to make our own unique contribution to the genre. Не, контента, конечно, море вообще. We're working on this project with all of our hearts. We're super excited for you to play the final version. In the meantime, we have a brand new demo that just went live today. Thanks for having us. О, демка есть. Не, ну это, конечно, для меня это проклято абсолютно. Привет, Фриман. And now I am very pleased to present a world premiere from our friends at Us2 Games, the folks who brought you Monument Valley, Alba, and a bunch of other really, really cool games. Here it is. Ой, кажется, знаю, про какой проект они говорят. At Us2 Games, we really try and take what's meaningful and great about games and deliver that to everybody. So with Monument Valley, we made people care about a character for the first time if they've never really engaged with games very much. And with Alba Wildlife Adventure, we took open world games and packaged that into a kind of Ничего себе, вот это shift вообще с головоломки трехмерной. And with this game, Ладно, с 2D с полиномерной. really love, like roguelike games and turn-based tactics. Вот в это and вот. a little bit of sports game in there as well, and themes about dreams and conflicting fears, and really package that together into something that feels really unique. In the game, you play the role of Desta, who's a young person in their early 20s, who's coming home for the first time, having not left home in the very best way. Their relationship with their mother and their family and their friends, there's a few of them that were a little bit broken. And they were broken because they didn't really have the words to say. And their father, who used to be a big part of their life, unfortunately passes away, and they don't have those tools and that person to lean on to bridge that gap. So they manage to go home, they find this old ball they used to play with their dad, and when they try and fall asleep with it, they find themselves in a world between worlds, neither asleep nor awake. And when they're in this, they can explore these moments, these memories, and solve these creative problems through a ball game. And when they do that, they find the right words to say. Сложно. The people we're going to be meeting in Desta's dreams are people who were significant to Desta before they left town a couple of years back. And there are lots of people they don't know quite as well, too,
and some people who have been shaped by Desta's impression of them in their dreams, but they've all had profound impact on Desta's life. These characters are really interesting because all of them are interwoven as part of Desta's. Прикольно, у них офис, там зелень, все такое. They don't just appear as abstractions. Симпатично по-домашнему. They feel like a part of the makeup of Desta's background. One way or another, the people that Desta meets throughout the game helped Desta become who they are today. And they've taught Desta a number of different things, like standing up for themselves, taking risks, expressing themselves, and more. There are a few different themes in the story, but I would say that certainly loss is a big part of it. Finding yourself, courage and perseverance, and reawakening. No pun intended. It feels like we've been able to put a lot of ourselves into Desta. The same is true for pretty much all of our games, but Desta in particular is very personal to a lot of the members of the team. I'm sure we can all relate to some of the themes of maybe having Вот это майка у чувака. being sure how you could like get back in touch with them, or dwelling over how you might have said something in a conversation and like having that play over and over in your mind, which is like one of the core themes of the game. It's definitely got more depth and more game mechanics than anything we've made before, and it's being designed from the ground up to be a multi-platform title. We're really looking forward to telling you more about Desta, the memories between in the coming weeks. Да, привет, Hello Teacher. Да, вернемся осенью. Не волнуйтесь. This next game is called Shim. It's a shadow platformer. You're a little blobby character platforming around inside shadows, in a game with a really cool minimalist graphic art style. I hope you like it. Hi, I'm Ewout and I'm the developer of Schim. And I'm Niels from Exernice, and I help Ewout develop Schim. We're located in the north of the Netherlands in the town called Leeuwarden. We are a team of 2, plus the talented people at Moonseller, who do the audio. Наши родные голландцы. Schim is a game where you move around in shadows. You play as a shadow creature. As a whole, Schim is made to be approachable for a variety of players. At its core, it's about jumping around in shadows and platforming towards the end of a level. Кайф. Интересно. Shadow has her own Schim. The player plays around as a Schim of a human. However, this Schim is separated from their person, and it's up to you to find your way back. А в чем смысл? Ну, типа, ладно. Уточки. Ну, 100% голландцы делали здесь. В каждом дворе есть такие. Schim takes big inspiration from the feeling of playing as a child. Playing imaginary games with made-up rules. Move around in shadows and jump to the next shadow. Блин, вообще. Надо вернуться домой, я прослушал. Я был настолько увлечен геймплеем. Check it out and follow us at schimgame.com. Надо в гости съездить. Hi everyone, and thank you Dev the Dev for having us this year. I'm Anne, the manager of ASUS, a community hub for indie game creators in Tokyo. We have a space where people can come to work and meet other people, do small gatherings, and we are helping Japanese devs by introducing them to platforms, console publishers, helping them on marketing, or as usually they don't speak English, helping them to apply to overseas events like this one. And we're also doing a lot of online contents and streams, like our big ASUS Indie Showcase, which will be aired this summer in English and Japanese, or our monthly stream Indie Collection, and podcast, and many other things you can check on YouTube and Twitch. But first, let's check 2 really cool Japanese titles. Так, давно не было странных японских тайтлов, давайте. О.
Fox and Frog Travelers, The Demon of Опять Arashino жабка. is a 3D action-adventure game with a Japanese-inspired atmosphere. You will play as Fox, her girl who finds herself on Arashino Island and starts traveling with Frog. Ай-яй-я. Ай-яй-я. Torii gates, fusto lantern and neon gives light and color to the island. But something is lurking in the shadows, inching even closer. Оно ее сожрало. Fox and Frog Travelers is developed by Rias, an illustrator and concept artist that came up with Она the прям idea купается. based on one of his illustrations. Жесть какая. Frog Long Journey Through the Night is planned for release in a few years. Были ли крутые игры до инди-сегмента? Ну, не знаю, господи, Summer Game Fest что-то слишком... Ну, игры. А вот здесь действительно интересные идеи показаны, интересные проекты. Но было много игр про космос, и половина из них хорроры. Можешь потом в записи посмотреть. Я там перематывал. Goodbye World is a tale about the passion and struggles that comes with game creation. Through 13 chapters of the story, rendered in beautiful pixel art in a resolution close to the Super NES and Game Boy Advance. Goodbye World is due out on Steam later this year. If you like those games, don't hesitate to wishlist and to follow the devs on Twitter. And if you are interested by Japanese indie scene or indie games, you can follow us on Twitter, on Discord, chat with us, and watch our indie game showcase, which is coming this summer. And thank you again for watching, and Day of the Devs for having us. The process of moving to a new city can be daunting. Our next game, Birth, Это правда. Когда в другую страну переезжаешь, что вообще тебе пиздец. Tales from Chicago, explores the idea of quelling loneliness through this puzzle adventure. Hi, my name is Madison, and I am making a game called Birth. Так. Так. Birth is a point-and-click puzzle game about living alone in a large city. Uh-oh. In order to quell your loneliness, you decide to create a creature, a friend, a partner for yourself, by collecting spare bones and organs that you find while traversing the city. Ой. You will explore libraries and post offices and museums and cafes and apartments that don't belong to you. In each of these buildings, you will meet creatures and you will get to know them by searching through their personal belongings. Ой. Their laptops and phones, their cabinets and their notebooks. Она вскрыла личные фотографии. Within these personal belongings, there are puzzles. Some are physics-based, some are pattern-based, some are abstract. Господи. There are no instructions. Лампочка. You are rarely doing the same thing twice. Но это почти Potioncraft. Alongside the main game, there are optional hidden tokens that you can find to unlock Ля, крыса. and treasures.
Ля-муха. I made this game with my whole heart, and I hope that you like it. Ну, для любителей пазлов таких абстрактных, почему бы и нет. Выглядит очень симпатично. Только название непонятно, почему так называется. Я так и не понял. The mechanics underscore the message that there's always a way through grief. You may get stuck, but you can always stop, reevaluate, and keep moving. It's all just part of the puzzle. Hi, I'm Florian, co-author of the upcoming narrative puzzle game, How to Say Goodbye. Oh. 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 In How to Say Goodbye, you help a group of quirky ghosts overcome various obstacles and conundrums by reorganizing the level as you like. Moving one tile will also push the surrounding tiles. Я ничего не понял, что надо делать. А, кнопки давить. А, окей. The puzzle elements are only moved around, but never removed. So, just like a Rubik's Cube, the puzzles never end up in a state where you can't solve them. Follow various characters looking to discover why they are still here and how to move on while trying to escape the grasp of an evil wizard. Будем ли за деволвер сидеть? Нет, наверное, не будем. А скиньте, пожалуйста, в чате расписание. Я где-то натыкался, но не натыкался в итоге. How to Say Goodbye tells a story of loss and grief. Я потерял его. Я днем видел, забыл ссылку сохранить. Но потом найти не смог перед стримом. Час ночи по МСК. Не. Всем спать. If this sounds like something that you would be interested in, please wishlist the game. It would mean a lot to us. Thank you. ДТФ. А, вот он, да, окей. Спасибо. Oh. Hi. Well, wasn't that a great show? And a great cake, and it's all gone. And so now we have to say goodbye. I hope you liked that. I hope you liked all the games. Thank you to all the developers for making such fantastic games and for bringing them here for everyone to enjoy. Special thanks to all of our generous sponsors. You've always been there for us, and we could not do this without you. PlayStation, Idea Xbox, Nintendo, Steam, Epic Games Store, y'all are awesome. Thank you. Extra special thanks to Dose One, the Magic Man, for supplying all the beats and sound effects and tunes you hear in every Summer Game Fest edition of Day of the Devs. We couldn't have done any of this without you, or at least it'd be really quiet. Dose One. Kind of suck. We're not done with the Day of the Devs 10th anniversary just yet. If you go to dayofthedevs.com and sign up for our newsletter, you will be amongst the first to hear about all the excitement that's to come this year. Other than that, thank you so much to everybody who watched, and we'll see you next year. Bye. We'll see you next time.
Aha! Пока. You thought it was over, but it is actually not. Day of the Devs continues with a special after-party performance by the one and only Peter Berkman of Anamanaguchi fame. He's debuting new music from a game you've probably never heard of. It's called Little Nemo and the Guardians of Slumberland. And the reason you haven't heard of it is because it's debuting on Kickstarter at this very freaking moment. Enjoy. See you later. Thanks for tuning in to Day of the Devs Summer Game Fest Edition. Bye. Так, что дальше? Сейчас, да, окей. Что дальше? Так, UploadVR Showcase. Интересно. Так. И все, то есть типа 10 июня это уже по Москве. Час ночи Devolver. IGN Expo завтра вечером. 7. Интересно. Блин, завтра что ли тоже смотреть все это безобразие? Вечером. Чувак рубит. Вот это мы точно будем смотреть. Gorilla Showcase. Но, видимо, в записи тоже, потому что в это время я еще ничего не делаю. Она будет 1,5 часа. PC Gaming Show будем смотреть обязательно. Короче, каждый вечер будет то, что мы будем смотреть на все выходные. Что-то будем скипать, что-то будем основные, конечно, посмотрим. Окей, спасибо. Эту ссылку я себе сохраню. Вот сюда. Так, а сейчас ничего не будет. Можно ткнуть, быстренько посмотреть UploadVR Showcase. Так, давайте. VR, конечно, меня мега интересует. Been conspiring against humanity. Ну быстро, ну одним глазком. Через 5 минут. 4 минуты. Так, погнали. По черту, иди спать. Это я как будто надеваю маску. Ух. Что-то громковато. Хотя ладно, пускай ебошит. VR на полную. Так. Ух ты. Блин, конечно, сложно делать красивые футажи с VR, потому что оно все, сука, трясется, все дергается, потому что у тебя голова не на шарнирах, у тебя вся эта маска инертная, она выглядит. I'm Guillaume, creative director from Trébuchet. Today, I'm excited to show you for the very first time. Очень сложно, хорошо, красиво показать VR-игру. Set in a fantasy world. Embody the iconic sword fighter of your dreams in VR and use its blades, techniques, and powers to claim victory. All characters are equipped with unique weaponry, coupled with their own distinctive martial arts style. Learn to master these. Ладно, понятно. Будем быстренько проматывать, потому что скоро спать. Ладно, с этим понятно. Это файтинг. Alchemy Labs, World of Mechs, Vertigo Games, Incuvo, and Kiwi Designs. You'll hear more from them and their new games and products later. Так, ладно. Ох. Не, все равно надо потише сделать. Уже меня оглохните нахер.
Во. Так, ну ладно, это грустно. Green Hell. Подождите, Green Hell была же не VR-овская. Фу. Кабанятину убили. Они, короче, этот выживач сделали в VR. Yes, the PC VR version of Green Hell is live today. Thanks to Incuvo for sharing the launch trailer. Okay, I'd say it's time for another world premiere. Clutch. Child, I learned to run. Running for my life. Опять неоновая баба вообще. Боже. To hold my ground. My name. Плюс чат. Те, кто любит неоновых баб. Давайте, плюс чат. О боже. Creating a satisfying VR fighting game is no easy task, but Final Fury's unique approach. Понятно, дальше. Welcome to the world of Nerf Ultimate Championship, where the greatest athletes from across the globe come to train and compete in the most electrifying sports competition the world has ever seen. Here at the training facilities, competitors can spend time honing their skills ahead of match day. The parkour course helps athletes prepare to take on even the Не, это мы мотаем. further and faster than barrage of darts. Team that reach the score time. Well, don't worry, things are about to get heavy. Heavy. Ух, японский господь. Ух ты, пантера. О боже. Я пантеру, кстати, в детстве слушал. Прям вообще, я был фанатом легеньким. Unplugged's first major artist pack is live today. I think I did that joke last. MetaQuest 2. So much to Vertigo Games. Запрещено на территории Твича. Astrum Closed City. Да, Cowboys from Hell был мой любимый альбом. The Nanomachine Collective, Kairos, eliminates the population's dark thoughts during dreaming. No crime is possible. But today, the founder of the city has been murdered. Тут, кстати, неделю назад вышел новый альбом группы французской The Algorithm, если вам что-то это говорит, и он что-то совсем никакой. Предыдущие альбомы были прям совсем с фишками, каждая мелодия запоминалась, а тут прям какой-то, не знаю, дженерик пошел. Я не знаю, в каком состоянии чуваки писали этот альбом, но он очень грустный. Ни одной запоминающейся мелодии. О, Медведь, ты тоже слушал очень generic? Ну, короче, это... Я с тобой согласен. Я в целом такую музыку не особо слушаю. Ну, то есть я там больше по всяким таким странным. Я тебе рекомендую послушать, сейчас скажу.
Послушай, у них... сейчас скажу название альбома. Compiler Optimization Techniques, предыдущий альбом, и Brute Force, очень хорошие. То есть Brute Force и Compiler Optimization Techniques, они очень классные. Ну и можно Octopus 4 тоже, но он старенький уже. А вот это я так и не понял, что они вообще сделали. Они все песни одинаковые. Боже. Ладно, это мы мотаем. YouTube integration is also here, allowing you to easily access tutorials and more. The update launches today. Не, ну круто, что у VR есть отдельный ивент, который смотрит, сколько? 2 человека посмотрело? 12 тысяч просмотров. Понятно. Ладно, дальше. Alana has some incredible tricks up her sleeve that no other spellcaster has brought to Demio's. Так это был ты, Диамон. Ты посмотрел эту запись 12 тысяч раз? As a free update on both VR and PC on June 16th. And that's all for me, everybody. Enjoy the rest of the show and keep your headsets clean. I see snowies. Это все? Понятно. Ух, от этого можно стошнить. Так, понятно. Мы не узнаем, когда она выйдет. Что это за жесть? О, какой кошмар. Но вот этот трейлер хорошо сделан. Прям молодцы. Совместили человечка. Реально по лицензии. Экзорцист, Тарзан, VR. Господи. Так, ладно. Но в целом вот непонятно, вот эта вот игра, зачем она в VR существует? Вот почему эта игра существует в VR? Это же обычный пазл, который может спокойно работать. VR здесь не привносит абсолютно ничего. Зачем? Я понимаю, когда у тебя VR-ные механики работают, здесь VR-ных механик нет. Show you some new in-game footage and we will introduce you to our cyber studio. But first, what is Hubris all about? After giving you the chance to test our demo, we have been working hard at Cyber to get the game finished for release fall 2022. Ух. For those who wonder, the demo was just the start of the adventure. There's much more to explore in the final game. And although we don't want to spoil too much yet,
Here is some new in-game footage. Это красиво. Можно оторвать листочек. Фу. А вот с этим вот заражением мелким оружием в VR можно что-то делать, или оно... И нет, я не с тобой, у меня нет VR. Грабина с тремя глазами, хорошо. В чате есть специалисты вот с этим вот мелким тремором рук? Или хотя бы модельки в игре можно как-то это компенсировать? Или оно обязательно должно быть честным? Иначе будет мозг плохо работать. Вставай, дед. Anyway, you want to become a god of hard rock? Want to be a beast О, on боже. stage? Strong like a titan? The master of rhythm and the most badass songs ever? Stupendous! Now grab this. Put it on and you will acquire divine powers. The powers to sail through the universe. To be the master on earth as you will be in heaven. You'll be able to beat time with extreme precision aboard an extraordinary longship to become the best captain there's ever been. Жесть. Finally, I bestow upon you these transcendental hammers to follow in the other gods' footsteps. Now, set fire on the mythical Hellfest stage. To get there, you'll have to cross the Wicked Valley, cruising through the legend. Ладно, с этим все понятно. Не хочу быть таким чуваком. Hey, I'm Nicola, community manager at One Dev Studio. You have been plenty to ask us questions about Propagation Paradise Hotel, the gripping VR survival adventure we are currently working on. We want to make the most of this UploadVR Showcase to answer the ones that follow the first gameplay video we released a few days ago. So, let's get started. We really want the handling of objects to be the heart of the gameplay. And that Покажите больше геймплея, а то тут... Я еще не понял, что это за игра. Do you have more questions? Join us on social media. Простой question, покажите геймплей. Они в начале ролика ссылались на какой-то геймплей, который они уже недавно показали. Блин, но я-то его не видел. Какой ад. Кажется, я видел эту игру. Не помню, как называется. Ладно, мотаем. Motorgun Ship Forge. Пиццуля. Ничего себе, диамант и барахольщик. So those enemies are either giant or Понятно. a lot of great. Ну-ка. Что-то красивое.
Какие уроды вообще, Клайв Баркеровские. Ой, какая красотуля. Hellsweeper. Yes, we can finally confirm that Sorrento follow-up Hellsweeper publishing due as This is Michael Wentworth Bell from Digital Load. Today in Upload 2. Так, ладно. Геймплей покажите. Strong Aspire small event. Sooty has an upgraded Aspire vision, which uses between same. You are in the tall, dark light. Scaling up is not just in your eyes mean 3 Сложно, сложно. Next developer. Aspire 2 is one of many VR games we're looking forward to playing later. Alex VR. And I'm Skiva. And we are Between Realities, official UploadVR correspondents. Today Ой, fly through the void. Подкаст про VR. The one series round Так, ладно, тут уже... The universe and solve later zombie players, cooperative and competitive multiplayer in September. That's all from us. Again, we're Between Realities. Enjoy the rest of the show. Hi, I'm Patrick from Fast Travel Games. We're super excited to be working with Flathead Studio to bring VR1 to VR gamers. О май гад. Вот это наркомания. Have you ever attempted to solve a mind time and I'm not you? Ой, их двое? To the home stretch for you. Вот эта игра для меня. Овцу похищать. This was so Так, все. This is it. Rook 39 AI Tower. Regular shipment inbound. Медведь, не спи. Медведь, не спи. 100% correct. If it weren't for the corresponding municipal mayhem event that's gonna turn the streets into full-on chaos, nailing everyone in front of the telly, including security. О, блин, я сам затевал. Простите, ладно, это увлекательный VR, конечно. And foul mouth in the year. О боже. Амогус VR. Not just a look. Проснись, ты обвиарился. Господи. У меня VR потек. Summers up. Hook head to Вот это я. Так, ну ладно, все, слава богу. Так, здесь все закончилось? Да, здесь все закончилось. Ладно, все, давайте спокойной ночи. Завтра постараемся посмотреть, сейчас скажу, что. Так, возможно, Devolver посмотрим. Завтра 10, да? IGN посмотрим.
Netflix не знаю. Ну, короче, точно посмотрим, но, правда, на перемотке Devolver, посмотрим IGN Expo на перемотке. И попробуем вот это вот все нагнать. Давайте, спокойной ночи.